Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынке, какие движения прогнозируются по рублю, доллару, евро, нефти, золоту и другим активам сегодня на открытии. Так, давайте начнем с календаря, что на сегодня. В Китае продолжается праздник весны, китайский Новый год, весна, все такое прекрасно, но активно снижена из-за того, что Китай отдыхает. Далее, в 13:00 важная стата по Германии и еврозоне. Это индекс экономических настроений и ВВП. Соответственно, в общем-то, в 13:00 могут произойти значительные движения на рынке и по евро-доллару. Давайте начнем с рассмотрения позиций на форсе ММВБ. Так, что касается РТС, здесь юрики продолжают делать ставку на то, что пойдет дальнейший рост. Но уже как бы на хаях находится. И здесь либо будет пробитие и задерг на 3-4 тысячи пунктов наверх, либо мы увидим отбой от максимума и, соответственно, коррекционный откат, например, в район 146-147 тысяч. Так, что у нас здесь происходит? Смотрите, очень большое количество открыто шортов у физиков. Соответственно, вот эти шорты, они как топливо уходят на то, чтобы продолжался рост. Так, далее Сбербанк. По Сбербанку очень существенная ставка на то, что Сбербанк сегодня будет находиться в коррекционном откате. По Газпрому аналогичная ситуация. Ожидают, что по Газпрому сегодня с утра, по крайней мере с утра, скорее всего, произойдет коррекционный откат. Так, по Норникелю. Вот здесь все как бы нормально, тоже ставка на откат, потому как минуса здесь нету в коротких позициях, то есть нарастили короткие позиции и, соответственно, ожидают, что по Норникелю будет коррекционный откат. Так, друзья, далее рубль-доллар, но здесь сосредоточились на ожидании коррекционного отскока и укрепления доллара к рублю. Евро-рубль, здесь ситуация аналогична, сегодня с утра ждут коррекционный отскок. Так, а вот то, что касается евро-доллара, здесь ставка на то, что евро будет к доллару проседать. Так, и по нефти тоже ждут коррекционный откат и снижение цен на нефть. По серебру ситуация аналогична. Сделали ставку на то, что серебро сегодня откатится. Так, и по золоту тоже ожидает продолжение снижения. То есть золото сегодня не ожидается к росту. Но мы сейчас на графике посмотрим. Там есть ряд моментов, которые могут сыграть роль. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Американский индекс сегодня опять показывает рост, обновляет очередные хаи. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара находится в поджатой консолидации, это 90,5. 90, соответственно, наиболее вероятно, что в ближайшие дни будет движение именно в этом диапазоне. Как только возникает пробой верхней и нижней границы и проторговка под этим пробоем, то, соответственно, в этой ситуации мы наиболее вероятно будем видеть движение в этом направлении. Сейчас пока ситуация не определена по нему. Возможно, в 13:00, когда будет данные по Германии, по Европе, мы увидим движение, но я думаю, до этого момента мы где-то вот в этом диапазоне, даже здесь диапазон немножко поджат, это 90,17, 90,4. Но вообще вот он диапазон, в котором он в ближайшее время наиболее вероятно будет находиться, это 90,5, 90. Вот эти вот 0,5. Так, далее, секундочка коронавируса. Здесь продолжается снижение новых случаев. Все протекает достаточно оптимистично. Вопрос в том, как мы встретим весну. На текущий момент здесь риск минимален, поскольку идет полномерное снижение новых случаев. Так, вот на текущий момент ситуация по вакцинированию достаточно оптимистично выглядит, потому как идет непрерывный рост каждый день доз, которые вводят. Вот уже 6 миллионов достигли. Достаточно достигнуть 9-10 на протяжении 2-3 месяцев. И мы можем вполне подойти к той точке, когда, если вакцина будет работать, то, соответственно, равновесие окончательно сместится в сторону того, что эпидемия будет сходить на нет постепенно. Но уже не постепенно, уже достаточно оперативно это будет происходить, потому что здесь
идет накопление количества вакцинированных и накопление количества людей, которые переболели и получили естественный иммунитет. Но и в США вообще ударными темпами 1,6 миллиона в день. То есть видите, здесь показатель в день растет, соответственно это дает все основания, что в обозримом будущем, при условии того, что эта вакцина работает против новых штаммов, вопрос будет решен. Если вот эта динамика позитивная продолжается, то уже к середине лета наступит та точка, которая для эпидемии она послужит точкой невозврата. Текущая ситуация весьма позитивна для энергетического сектора, потому как холодная зима, соответственно, здесь спрос на энергоносители, особенно в США. И вот то, что холода такие внезапно наступили, это оказало влияние на сокращение нефтегазодобычи. Вот, поэтому для того, что добывает нефть и газ, это большой плюс, большой бонус. Так, далее новости, которые касаются России. Роснефть продала в Китай еще недобытую нефть. Но сейчас очень большой, очень мощный новостной фон по Роснефти. И отовсюду звучат прогнозы по поводу роста акций компании Роснефть. Но отдельно сейчас, может быть, этот вопрос рассмотрим или чуть попозже сегодня. Так, ну и вот ответочка по поводу регулирования цен. Производство масла и сахара рухнуло после заморозки цен. То есть вот этот ход с заморозкой цен, ну я не знаю, может быть кто-то помнит 80-е годы, особенно конец 80-х годов, когда были пустые прилавки. То есть когда идет разбалансировка спроса и предложения и пытаются бороться регулированием цен, это всегда приводит к тому, что возникает дефицит. Ну и все идет к тому, что формируется дефицит и будет какой-то трэш. Так, ну и вот здесь интересная статья по поводу угрозы отказа от российских энергоносителей в мире. Но такая угроза действительно существует. Здесь есть ряд причин, потому что развитие зеленой энергетики, оно будет волей или неволей диктовать снижение спроса. Это вопрос только в том, как это будет протекать. Это будет быстро, медленно протекать. Действительно, такая угроза, она имеет место быть. Если это, конечно, можно назвать угрозой, ну, потому что, как бы, экономика, она должна производить прибавочную стоимость, а не энергоносители. Вот. И здесь, я думаю, наиболее вероятно то, что касается санкций и то, что сейчас активно обсуждается. Санкции как раз будут заключаться в персональных каких-то воздействиях точечных, и то, что будут постепенно отжимать Россию с рынка нефти и газа. Поскольку добыча нефти и газа сейчас не проблема, если не будет мирового дефицита, в той или иной форме вот эти действия будут производиться. Но на текущий момент, вот видите, мы имеем ситуацию, когда в Америке сокращается добыча из-за морозов. И, соответственно, это все оказывает позитивное воздействие на цены на нефть, газ и российский фондовый рынок. Так, друзья, далее давайте графиком вернемся. Цены на нефть, ну смотрите, вошли вот в этот новый диапазон, который 56,7, 66,3. Соответственно, пробой верхней границы на объеме или закрепление приведет цены в движение, и здесь уже цель будет в районе 76-78 долларов за баррель находиться. Так, ну и вот по недельному графику мы как раз идем к ближайшей цели 66,3. Причем движение достаточно энергичное это происходит. Так, ну и что касается текущей ситуации, часовой таймфрейм. Ну вот мы подошли к сопротивлению. Соответственно, сегодня-завтра, в ближайшие дни, либо будет пробитие 63,8 и закрепление выше этого значения, или же мы здесь имеем вот это сопротивление. Сейчас формируется коррекционный отбой, и цель движения вниз по этому отбою находится на 63,3. Позиции российских юриков на форте указывают на то, что они ожидают вот такое движение, коррекционный откат. Вот. Но на самом деле здесь коррекционный откат он необходим, потому что не может бесконечно продолжаться рост. Рост надо выпустить пары, после этого, если есть потенциал движения, его продолжить. Здесь критичный момент только пробития диапазона 63-62,5. Вот если этот диапазон будет пробит и пойдет под ним проторговка, то наиболее вероятно, что вот эта
волшебное движение, которое развивалось, оно будет завершено. А сейчас на текущий момент, я думаю, больше вероятность коррекционного отката и движения на 63,2, 63,3. Вот сюда, в этот диапазон. Эта идея не сработает, если все-таки сегодня мы получаем пробитие 63,8. И, соответственно, если здесь возникает проторговка, то следующая цель движения у нас будет находиться на 66,25. Но я думаю, это вопрос не сегодняшнего дня. Если продолжится ситуация с морозами и ограничениями добычи, то на этой неделе вполне мы можем дойти до этой точки. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, юрики делают ставку на то, что золото сегодня будет проседать. Пока на текущий момент по золоту идет восходящее движение. На самом деле по золоту мы сейчас заперты в диапазоне 1818 и верхняя граница 1831. Вот сейчас как раз развивается движение, цель его потестить и пробить 1831. Вот. Здесь, когда будет 1831 достигнуто, мы увидим либо рост объема и пробой, и, соответственно, здесь уже развивается цель движения на 1842, или же здесь возникает отбой, и мы находимся вот в этом диапазоне. Судя по поведению игроков, по позициям SOTS FTC, в большей степени ожидается нахождение вот в этом диапазоне, либо чуть расширенный диапазон, который 1835-1818. Переходя на часовой таймфрейм по золоту, здесь у нас, что мы видим, сформировалось двойное дно, и отсюда наиболее вероятный сценарий, цель движения находится, потестировать 1831. Вот это вот значение, которое находится над красной линией. В том случае, если у нас сейчас в течение часа-двух развивается коррекционный откат и пробитие 1821, то в этой ситуации мы пойдем тестировать вот этот нижний диапазон 1818-1817,3. Так, но природный газ находится на хаях из-за морозов. Так, далее евро-доллар. Российские юрики сделали ставку на снижение евро к доллару. Смотрите, здесь какая ситуация. Вот у нас есть уровень 1,2120. Если мы его сегодня, сейчас, в течение там нескольких часов удерживаем, то у нас отсюда пойдет, ну, во-первых, добитие 1,2153 и следующая цель движения 1,2175. Если все-таки оправдывается позиция российских юриков и идет пробитие 1,2120, то у нас цель движения находится вот здесь, вот в этом диапазоне. Вот. Но здесь все указывает на то, что по евро наиболее вероятно боковик, по крайней мере до 13.00, когда будет статистика из Германии и из еврозоны. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм. Но здесь как бы мы с вами видим, что несмотря на такой мощный рост цен на нефть, у нас особого укрепления рубля не происходит. Вот, соответственно, у нас остается вот эта буферная зона текущая, это дневной график, соответственно, диапазон 73.14, 72.7. Вот, если будет заход в эту зону и ее пробитие, тогда может возникнуть импульс на существенное укрепление рубля. Ну там 72,5, сильный уровень, который здесь не показан, потому что он на больших таймфреймах. Вот. И, соответственно, формируется импульс движения, цель которого будет сходить вот сюда, вот на 70,6. Пока такой сценарий мне видится маловероятным, для его реализации необходимо движение, ну, судя по тому, как здесь вот эти процессы протекают, чтобы нефть пошла на 70+. Такое вполне при текущем раскладе может произойти. И вот в этой ситуации действительно мы в паре рубль-доллар можем увидеть такое укрепление. Вот. Я в Telegram на этот счет постил свою точку зрения. Ну вот, собственно говоря, вчера на этот счет. Ну, смотрите, здесь как бы вот эта вся санкционная риторика, с моей точки зрения, это просто, как это сказать, техническая инициация тех проблем, которые накопились в экономике. Так, далее часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь как вороны на заборе на 73,3 все движение идет. И поэтому, что я хотел сказать? Ну, здесь, во-первых, сформировался импульс на коррекционный отскок. Цель этого отскока – движение в район
73.45, 73.5. Вот. Мне видится такой сценарий наиболее вероятным, тестирование вот этой границы. Соответственно, сценарий не сработает, если на открытии пойдет движение вниз на укрепление рубля и пробой 73.2. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь ситуация схожа, то есть пошла попытка укрепления рубля, но эта попытка, она на текущий момент захлебнулась. Потому как, да, то есть открылись гэпом, все пошли вниз, рубль укрепляется, но при такой нефти движение вниз должно было быть более сильным. Так, ну и вот здесь, в общем-то, практически перерисованная картина в паре рубль-доллар. Но смотрите, здесь на открытии, я думаю, наиболее вероятно движение тестирования 89.1. Соответственно, эта идея отменяется, если идет коррекционный откат и пробитие 88.8, 88.75 вот этого диапазона. Если такое происходит, то мы получаем укрепление рубля. Здесь уже идет импульс движения, цель которого будет 88 и даже 87,5. Вот. Но пока с учетом вот этого движения, я думаю, более вероятно движение верхней границы проторговки. Как минимум ее тестирование. Ну, текущая ситуация на рынке такова, что с энергоносителями все прекрасно, они растут. И поэтому здесь после вот этого удара наиболее вероятно будет движение в боковике. Ну и если нефть пробивает текущее сопротивление и уходит в район 66.25, то в этой ситуации мы, ну, как минимум увидим тестирование и, возможно, пробой нижней границы и в паре евро-рубль, и в паре рубль-доллар. Вот. Но пока как бы с утра напрашивается вот это вот движение. Друзья, ну, в общем-то, это все основные активы. Спасибо за внимание.